Ну, вот такой объект у меня получился. Получается, это основная площадка, там маленькая под мангал, и еще с той стороны дорожка там, ну, небольшая. Я ее даже ничего не показывал, потому что там неинтересно. Основное здесь, потому что здесь надо было и клумбу эту разобрать. Тут она была, наверное, вот на такую высоту, и стенка. И вот, да, и вот туда приходила по высоте. Здесь, получается, стоянка расширилась. Люк здесь, ну, как-то обыграл, хоть он на резиновых этих шинах стоит, но пешком ходить можно, в принципе, даже взрослому человеку. На машине лучше бы не заезжать, конечно. Ну вот, ворота открываются, главное, типа тут вот низко посаженные, это не так открываются, не чихарят. Ну и ступеньки получились, в принципе. Я изначально думал сделать такие П-образные, но понял, что они типа упрутся в эти бордюры, и нет смысла в них, только лишние такие геморройные места, потому что если, ну, то есть они могут разлазиться, а так более прочнее и функционала больше. Туда такой трамплинчик, чтобы больше с местностью привязаться, потому что если делать вниз, то там будет большой обрыв, там площадка под мангал с дорожными бордюрами. Ну, с одной стороны, чтобы выровнять, получается, эту перепад большой. Вот, там были дорожные, а здесь тротуарные. Ну, вот так вот. 12 дней работы. И готовая площадка. Если бы, типа, люди уехали, потом резко приехали, они бы обалдели, что тут поменялось, как тут все изменилось. Я сам в офиге, если честно. Ну, для меня это хоть плавно менялось, а для людей это... Ладно, все, весь процесс будет дальше. Покажу все этапы. Выемка, подготовка, бордюры, укладка, плитки. Все по порядку. А это уже конечный результат. Смотрим до конца и подписываемся. По-братски. Итак, всем привет. Новый объект. Очень крутой объект будет фигачить вот этой штукой. По крайней мере, пытаться. Надо развалить бетон, развалить эту стену. Потому что бетон, ну, можно было бы оставить, но уровень не позволяет. В гараж заезд нет, не хватит высоты. Я уже эту штуку давно мечтал купить, и вот хочу уже проверить. Я сегодня попробую, если не пойдет, то надо будет погрузчик заказать. Но надеюсь, что все пойдет. А может не пойдет. Тут все это надо сломать, и будет площадка. Здесь будет пандус, здесь дорожные бордюры, как подъем. Здесь будет такая ровная более-менее площадка. Наверное, я не помню, там, наверное, подъем, а здесь ровная, здесь типа, да, здесь будет пандус, а здесь ровно, там ступеньки. Этой дырки фигачить, а этой поднимать. Ну, раз тут все долбается, получается, погрузчик мне уже 100% не надо. И план, ну, выбрать всю эту землю, все это вот выбрать и сложить в эту кучу. И потом заказать грейфера, он
приедет, все загрузит и вывезет. А, кстати, что у нас тут из нюансов? Получается, нельзя было нормально разложить плитку, потому что, конечно, нет места никуда. Вот этот поддон не мешает, надо его перетянуть. Те поддоны мне потом надо будет выбирать, чтобы укладывать. Очень таки неудобно. Рельеф у нас вот такой, типа вот тут еще можно было 2 выгрузить, а тут везде все на косяк, узкая улица, пришлось за забор и оттуда попробуй достань. Тут и так рассказывали историю невероятной выгрузки, как все происходило. Где-то 3 или 4 часа выгружали, потому что водитель был неопытный, там что-то на тормоза нажал, машина покатилась, чуть там все, короче, на панике все было, но вроде как обошлось. Сегодня такая кучка. Повыбирал тут все, что можно. Ставил трохи бетона на то, чтобы подсыпать под низ. Крепче основание будет. Там площадку выбрал. Плитку перевез сюда. Тут эту клумбу до конца повыбирал. Ну, кучка, блин. 20 тонн, блин, тоже не влезет. Надо, чтобы влезло, конечно. Кучу мою забрали. Конечно, неприятно было. Ну, как. Короче, 20-тонник. В него, в принципе, все влазило. Но из-за того, что там был перегруз, он 300 рублей сверху еще попросил. То есть 1250 рублей вывести было всю эту кучу. Ну, как по мне, дофига. Не знаю. Ну, тут вроде бы, как, конечно, ничего не поделаешь, но... Ну, очень дорого. Ну, это ладно. Деньги не мои, но делать надо что-то. Так, пока надо дождаться S12. Заказали, еще тоже проблемка. Заедет, не заедет, не знаю. Надо какую-то подготовку поделать. Шнурки понатягивать, там колышки позабивать. Планировка у нас тут более-менее свободная. Ну так, площадку надо сделать. Там ступенечки, тут подъемчик. Там дорожку с той стороны, там площадку под мангал. Короче, конкретных таких ограничений у нас нет. Уклоны, в принципе, все естественно будет ходить к соседам. Тут типа ничего не надо придумывать, тут у нас так и есть, все под наклоном. Единственное, что площадку надо будет приподнять под мангал. Потому что она, ну, если делать по рельефу, то она будет слишком опущена, надо чуть приподнять. Люк надо опустить. Получается, эту обойму бетон чугунную выкинуть и просто положить там на покрышках септик. И это все сюда, ко мне, и один, и второй. Кучка здесь. Ну, тут, в принципе, логично было, что не заедет. Он так застрял, ну ладно. Так, ну приступаем к укладке бордюров. Наконец-то. Тут только какими-то ерундами занимаюсь.
Ну, сегодня планирую чуть-чуть хотя бы сделать, потому что там глушитель отпал у машины, еле доехал. Надо ехать на СТО. Ну, типа сегодня будни, чтобы на выходные не попасть без глушителя. Тут у меня будет под 45, борты запилены. Хочу пару копеек своих вставить про 45 градусов. Ну, про запил, то что прочность теряется у бортов. Но оно-то с одной стороны, да, конечно, оно логично, да, что типа теряется прочность. И по городу, если пройти, то в принципе очевидно, наблюдаешь все эти сколы, даже на дорожных бордюрах и на таких. Но тут фишка в чем? Здесь же не будет ездить большие машины, самосвалы. Тут даже легковая сюда не доедет. А прочность, ну, типа, человеческие ножки и все такое, это они не повредят углу 45 градусов. Поэтому если у вас есть какие-то нагрузки, там, типа, вот такое место, где реально машины катаются, или, может, даже грейдер какой-то ехать, если вы на улице ставите, то, конечно, лучше, типа, ну, оно-то красивее, конечно, под 45, но лучше не рисковать, потому что, ну, хрупкое, конечно. Даже когда пилишь, бывает, борт откалывается, надо по-новому запиливать. А если машинка наедет, еще если там ковшом зацепит. Ну, если ковшом, то, в принципе, там не важно, под 45 на 45 все равно сколы будут. Но дома, дорожки, отмостки, это все без проблем можно делать, и никаких таких последствий не будет. На улице уже под вопросом. Там как повезет. Там некоторые стоят годами, некоторые... Ну, то есть один раз машина большая наехала, нечаянно, все, капец. И поэтому тут не всегда. То есть некоторые там прям категорично все, ой, лучше 45 не делать. Но надо каждый раз новую ситуацию рассматривать. Не все, короче, однобоко.
Но даже сейчас во время установки я боюсь, чтобы типа где-то лишний раз не ударить, чтобы не отскочила эта штука. Ну потом обоймой забьется, все это будет держаться плотно. А вот реальная фишка, проблемка в том, что у меня тут зарез под 45, и плюс еще там на подъеме сюда она опускается, и получается вот тут вот. Сейчас его буду сошлифовывать. Типа вот так вот. И такая зубчика. Там ниже, и тут еще ниже. Получается. Тут ну никак их не состыкуешь так, чтобы. Ну, они же не резиновые, короче, не крутятся. Сейчас шлифану, посмотрим, как она смотрится. Ну и вот тут дырочка такая получается. Я, ну, вот, обычно специально так вот нарезаю по бокам, чтобы дырка была. Ну, как когда прямые ставлю, я отбиваю молотком эти вот штуки. Тут просто так на угол зарезаю. Все равно это обоймой закидается и замажется, а вот упростит мне задачу. Плюс подрезка. Получается, мне же надо иногда подгонять. Я не с первого раза так вот, типа, как тут как-то повезло. С первого раза отрезал и шов ровный. А обычно, типа, тут шире, тут уже, и мне надо пилить. И если вот этой штуки нету, то мне болгарка даже не достает. А так с верхушки запилил, подсунул. И вот упрощает жизнь. Ну, а потом бетоном закидал и все дела. Ну, все, зубчика этого нет. Это сейчас, когда эти все новые бордюры тут такое светлые, со временем почернеет, и все будет в одной композиции. Можно вымазать так цементиком. Ну, когда рез, то он светлее, чем уже оригинальный свет. Так. Отшлифовали и уже. Опять артист. Вот тут дорожный установил под таким наклоном. Там еще надо будет добавить половинку. И с той стороны будет ступеньки, с этой площадка. Короче, тут она сойдется в одну плоскость, а там ступеньки. Тут дорожный, потому что высота типа больше 20 сантиметров. Вот этот перепад. И тротуарным, ну, если этот борт сюда буду вести, то он будет вот сюда. И тут, короче, больше 20 сантиметров, и тротуарным бортом не хватает расстояния. Вот такая вот структура. Конструкцию. На эту площадочку потратил полдня. Тут только 9 бортов где-то. Замуровался, тут себе бортов наставил, не могу подъехать, приходится бетон вручную тягать по одной лопатке. Ну плюс еще тут площадку хочется сделать без подрезки. И вот вымерял все это долго так. Надеюсь, в этот раз без подрезки будет. Тут еще перепад большой, и дорожные бордюры классно подошли в тему. Ну, тут конструкция прикольная получилась, мне нравится. Там дорожные бордюры я планировал в другое место, но как-то там все
у меня, когда начал разбивку делать, поменялось, и как раз они сюда вошли. И это очень здорово, потому что вот сюда тротуарные не подошли бы никак, тут слишком высоко. Надо было бы отсыпать до забора насыпь. А так вот такая конструкция. Ну, это зона под мангал. Понятное дело, что под мангал, типа дорожные бордюры. Это не перебор, но из наших перепадов это прям супер-пупер. Красотища. А вот я изначально хотел типа 5 бордюров дорожных сюда поставить, чтобы там типа был подъем, но когда начал размечать, и выяснилось, что этот подъем не такой большой. Можно сделать площадку в одном уровне. Ну, типа там будет один уровень, а здесь ступеньки. И остались бордюры. Так, к ступенькам уже перешел. Уже тут 2 за сегодня выставил, еще последняя осталась. Решил заснять все-таки наш контент пилить. Как я это делаю. Все-таки что-то новенькое. Раньше я не снимал. Короче, как я это делаю? Сначала я выбираю ширину лестницы. У нас плитка старый город. Она 12 сантиметров шириной. Я буду ложить так, типа 24 сантиметра отступаю. Плюс бордюр будет 32 сантиметра ступенька. В принципе, по размерам норм. Вот, нафиг. Отмеряю 24 сантиметра. Тут, конечно, все очень медленно, потому что все уходит на измерение больше. Так, сначала я забиваю 24 сантиметра. Отмеряю 24, потом высоту ступеньки делаю 12 сантиметров. Я всегда делаю 12, потому, если плитка шестерка. Получается, бордюр у нас 20 сантиметров. Сама плитка 6 сантиметров и 2 сантиметра ЦПС. И получается, хотя бы, перекрывается так вот нормально. Потому что если делать высокую ступеньку, то слишком, на бетон не хватает замка, получается. Он в воздухе висит и прочность теряется, может отъехать. А так хотя бы можно еще 2 сантиметра бетона спереди дать, и будет прочнее держаться. В принципе, можно было бы тоньше сделать плитку, но это нафиг надо, типа, все ступеньки подрезать. Даже 12 сантиметров для меня, типа, самая такая оптимальная высота ступенек. Тут подразмечу эту ступень, нарисую. С минимальным уклончиком таким, чтобы все-таки, если вода будет, чтобы стекала
по ступенькам вниз, а не задерживалась там где-нибудь. Тут на бордюр. Бордюр вот тоже дорожный выбрал, потому что там площадка низкая и тротуарного не хватает. Так, эта часть у нас сделана. Сюда мы заклепаем арматурку. Лучше это снять. Вообще в идеале, если вот несколько человек было бы сразу накидать пока жидкая плитку, чтобы она уже 100% лезла. Хотя я тут вымеряю, это типа туда-сюда. Где-то может чуть-чуть отойти на сантиметрик, миллиметрики, и потом оно не влазит, и потом надо шлифовать. А так пока сырое позакидать плитку еще. Я не успеваю так делать. Так, теперь с той стороны то же самое. Короче, сначала... Тут я уже сначала забью колышко. — 24. Ладно, в кабель не втыкнуть какой. Тысячу раз надо перепроверять. Так, есть колышек. Потом 12 сантиметров отмеряю. Потом уровнем переношу сюда эту отметочку, так под наклончиком таким. Минимальный, хотя бы хоть миллиметра 2 уже хорошо. Так, метка есть. Тянем сюда. Все, нитку, получается, мы натянули. Сейчас выкапываем землю. Ну, как обычно, под бордюр. Развязался. Уже типа как бы по отработанной схеме работаем. Тут уже надо углубляться. Ну, можно пройтись еще перепроверить, чтобы было реально 24, 23, 23,5. Этот болтается козел. Ну, в принципе, лучше перед укладкой там еще их подкорректировать. Так, нам копать много. Это очень много. Ладно, пока в бок. Такая работка тяжелая, ступеньки делать, но очень прикольно. Типа все так потом интересно получается, так красиво. Думаешь, ну нифига себе, это из бордюров можно такое сделать. Там не хватает. Я кирку уже домой завез. Тут еще у нас кабелюга. Ее надо опустить. Поставил на землю, хай походит. Мало. Мало. Очки искажают, кажется, уже много, а на самом деле мало. Это стена
недоразрушенная. Недоразрушенная. Траншея готова. Закидываем бетон. Тут по обычному 6 сантиметров. Ну, можно больше. Главное, не меньше. Чем больше, тем лучше. Но фанатеть не надо. Все-таки денежки. Так, что ты, родненький? Захватим. Наступаем на него так ножкой, хоп. И бетоном топ. Еще. До свидания. Сдалек видать. Красота. Забыл свой угольничек где-то на участке своем. Приходится рулетка. Это очень неудобно уже. Такая мелочь. Типа я думал, ну угольник, да. Рулетки можно сначала. Рулетки это гнется. Неудобно. Готово. Едем за бордюром. Так, погнали. Начинают этих ровненьких бордюрчиков. А уже стеночки подрезочка. Но все равно корявенько. Сильненькие. Пальцевый захват усилий не работает. Сейчас сразу уровень надо. Ступеньки будут видны. Их уже там особо не похалтурю. Ты чё вручишь, блин? Выгребал уже дофига. Опять. Бордюры корявенькие, конечно, все. Да. Хотя у этих ребят обычно тоже хорошие были, что в этом году все испортились. По бордюрам особенно. Удобно. Так, ну надо еще опустить, попробую. Нифига не опускаю. Нахер. Захер. Поехали назад. Ровно. Теперь нормально еще раз перепроверяем. 24. Естественно, нифига. Вот. Вот. Чуть ли на полсантиметра не могу опустить. Наверное, там уже этот бетон дурацкий, но ладно, сделаем его 11,5 тогда. Не буду же я тут вырезать, там чуть обрезать. Двадцать четыре. Окей, нитку переправляем. Так. Вот так работает. Окей, дальше.
тут уже отбиваю уголок очень чуть-чуть, потому что его видно должно быть. Чтобы нечаянно не лупануть под самый верх. Тут-то уже обоймой не закидаешь. И чем больше бетона слой, тем легче так вот обсаживать. Оно приятнее. Там я мало дал, потому что там бетон. Ну, стена эта была, и нам не мешает. Не выкопаю. Нет, она головешку дура. Там метр. Чуть-чуть не влезет. Чуть-чуть шлифанем. До свидания. По размерам отлично. Сюда иди. Осталось только доклепать. Там забить обойму и все, и ступеньки. Я, честно говоря, даже и не надеялся, что я их сделаю. Потому что с той площадкой удохался. Думал, ступеньки. Ну, тут просто надо было изначально продумать. Вот я решил, что прямые лучше, а то что П-образные. И плюс на 3 борта ровно отмерил, чтобы меньше подрезок было. И все, сейчас радуйся. Так, 24, пожалуйста, мне. 24,5. Это нам нафиг не надо, не 4,5. Такие запасы. Так получше. Так, все, это не арматура нам мешает. Нафиг ляжет. Там смотаю, рулетка еще пригодится. Так, сейчас нам надо будет обойму. С одной стороны, со второй, так, чуть-чуть. Вот конец августа уже так темнеет рано. Я еще даже жду, пока сезон начнется, а он уже закончился. Закидаем так аккуратненько, чтобы ничего не ушло. Типа с той стороны только. С этой вот уже и все. То, что я вот прибил молотком, чуть-чуть там сантиметрик есть бетона. И все, и больше не могу. Так, тут лучше пожиже сделать, чтобы он прям приклеился. Еще один оплот прочности. И это вот пространство у меня все в бетоне получается, чтобы уже потом песочек никакой не сыпать, никаких шансов на проседание. Что тут все равно виброплитой никакой нет. Нифига нет. Так, все, забетонировал. И потом буду плитку класть снизу вверх, чтобы типа это подпирало. И дальше, то если сверху вниз, то могу ничего молотком дать, и этот борт отойдет какой-нибудь. А так это уже подопрется. Это подопрется и погнал. Так, вот так, вот так. Блин, бетон остался. Ну, вот такие вот ступеньки получается, короче. Сейчас вид сбоку и спереду. Все, а тут уже снизу пойдет площадка в один уровень. И вся эта, короче,
вся эта площадка уже будет в одном уровне по низу этой ступеньки. Вот такие вот ступенечки. На ровном месте получается. Такая вот интересная инженерная штукенция. Вот такая площадка уже готова. Не терпелось, короче, навести тут более-менее порядок. А то когда такая разруха, ничего не вырисовывается в моей голове. И так вот уже хотя бы что-то понимаю. Понимаю, что люк надо опустить пониже. Этот люк на резиновых этих колесах, на покрышках. Там еще надо придумать что-то. Ну, уже красота, конечно. Так, пока что это ложу дорожные бордюры. Я обычно всегда с них начинаю. Но тут, естественно, места мало. Надо песок сюда высыпать было. Все засыпалось. Пришлось освобождать кучу. Сейчас вот только начну. Хотя сегодня я положу бордюры и опять наверх привезут машинку. Вот. Колготки надо нацепить, чтобы вены не резать от бордюра. Очки настройки очень классные. Я когда там давно ржал над всякими американцами, я сам сейчас, ну, типа, во-первых, очень часто бетон, типа, вот даже в шнурку ударяется и обратно в глаз попадает. И, ну, от солнца, естественно, ходишь жмуренный, так хоп, и расслабил глаза, и голова не болит. Тут устанавливаю дорожные борты пока. Но уже снимал, получается, изначально весь процесс, но, оказывается, не нажал на съемку. И все тут болтаю, рассказываю, все. И все бесполезно. Ну что я сделал? Получается, выкопал траншею 21 сантиметр, плашмя положил бордюры. Когда делал подготовку, делал от нитки до бетона 14,5 сантиметров, полсантиметра на усадку. Короче, схема отработанная. А еще рассказывал, почему сейчас модно стало плашмя класть бордюры. Потому что, во-первых, нагрузки в этих частных секторах хватает. Тут это не городское строительство, что там такие самосвалы лезут. То есть, если плашмя положить, то это, ну, хватит этой нагрузки на легковые автомобили. Даже на самосвалы иногда хватает. Подготовку сделал, сейчас утрамбую, завтра начну плитку класть. Думаю, за 3 дня рабочих покладу и за день подрезки. Короче, еще 4 рабочих дня. Да, ну, ну, тут видно линии, да, видно. Сейчас вот подровняю. Да, нитка, правда.
Вот, кстати, именно из-за этого этапа сначала я не засыпаю песком, типа швы. Потому что если я засыплю, потом не выровняю. А после трамбовки оно все сдвигает. Ну, эта площадка подходит к концу. Я ее 3 дня делаю, получается. Планировал за 2. Первый день я там вообще капец в панике был. Как начал делать. Начал таскать оттуда эти кирпичики. Ой-ой-ой, как это долго. Я за 4 часа, наверное, положил 20 квадратов. И, ну, я готовил до часу, получается, основание. И вот до 7 вечера я там что-то 20 квадратов кинул. Потом уже чуть наладился процесс, вот начал уже тачкой заезжать туда-сюда, что-то уже научился. Ну, короче, день потерял. Вот что мы имеем на 3-й день укладки. Вот такая вот у нас уже красота вырисовывается. Осталось тут ступеньки. Площадку уже тоже сделал. Тут аллилуйя без подрезки. Все сошлось. Сверху и снизу. Все вот так вот. Ну вот у нас тут все такое вот. Хорошо, что выбрали старый город, потому что тут перепады. И туда, потом там чуть ровно, потом туда подъем. С кирпичиком или какими-нибудь другими форматами смотрелось бы по-другому. Ну, эти линии, они бы так волнами шли. И казалось бы, что так не прикольно. А вот старый город сюда, в принципе, само то. Что эти линии не теряются, все эти перепады скрадываются. Тут такие все у нас перепадики. Ну так, тут у нас подрезка. Я хочу сделать к борту просто длинными такими, так выложить, а подрезку уже сюда перенести. Так вроде красивее должно быть. Сейчас так и надо разметить. Отметили. Отчекаем. Это я отпилю. Сейчас сразу к минусам этой системы. Много материала остается, получается, не использовано. Так бы я ее мог бы вот эту штучку взять, где-нибудь сюда применить.
Но при таком раскладе уже она никуда не пригодится. Ну, может где-нибудь в другом месте, но не в этом. Плюсы то, что быстро и, в принципе, красивая подрезка получается. Но если материалов впритык, то, конечно, лучше не надо. Вот такие куски, они бы заменили бы друг друга и все. Сейчас фигушки. На американском YouTube часто вижу такую вот подрезку. Они там типа, вот так классно. Они еще и радиусами, так особенно подкидывают, там с двух сторон выкидывают такие куски, они никуда. У нас тут остается, поэтому нормально. Ну, за то, чтобы вот сделать такую разметку, вот прям, чтобы все ровненько так и шло. И потом еще все это порезать, у меня бы ушло, наверное, часа 2. Сколько минут? 15. Вот сейчас больших выбираем, туда поставляем. И т.д. и т.п. У нас люк остался с подрезкой, так тут, конечно, я застряну надолго. Вся подрезка будет быстрее, чем этот люк. Режу пополам, получается, по 3 сантиметра. И на такой мелкий ЦПСик укладываю. Несколько рядов уже заложил. Тут, конечно, все так гуляет. Ну, вроде не провалится.